Всем привет! Пару недель назад Royal Blood объявили о выходе третьего альбома и выпустили песню Typhoons. Если вы не уверены, что знаете эту группу, то дайте мне пару попыток. Вы можете знать их по песням Little Monster или Figure It Out. Или Out of the Black из сериала «Острые козырьки». Ну или вы могли слышать по радио предыдущий сингл Trouble's Coming. Прямо скажем, не все фанаты в восторге от двух новых песен Trouble's Coming и Typhoons. Поэтому сегодня мы поговорим про 10 редких песен Royal Blood. Во-первых, вспомним, как это раньше было, а во-вторых, посмотрим, как их музыка менялась. Пройдемся по демкам, бонус-трекам, фитам с другими группами. Истории самой группы касаться буду только вскользь, поэтому если хотели бы такое видео, то напишите в комментариях. А вот про истории песен и почему на одном из концертов не своей группы вокалист Royal Blood выступал в платье, расскажу. Меня зовут Рома, это канал Рукабай про истории музыкантов. Поехали! Royal Blood — это рок-группа из города Брайтон, Великобритании. Сейчас группа состоит из двух человек — вокалиста и басиста Майка Кёра и ударника Бена Тэтчера. Но в 2011 году, когда группа только появилась, она состояла из Майка Кёра и ударника Мэтта Свона. Ну, то есть да, тоже из двух человек. Тогда же они переехали в Австралию, на родину Свона, и там в 2012 году появилась демка песни Lover. Сейчас даже удивительно, насколько тяжело звучит песня, особенно на фоне новых двух. Но кроме излюбленных Кёром переходов между большой и малой терциями, песня больше ничем не примечательна. Ни соло, ни аутро, как на песнях на первом альбоме, да и сама песня длится всего 2 минуты. Как и почти все песни Royal Blood, это песня про любовь. Похоже, что это очередное посвящение бывшей девушке, потому что в интервью Кёр часто говорил, что из Великобритании в Австралию он уехал в том числе из-за каких-то неурядиц в личной жизни. Почти все следующие треки будут на ту же самую тему, поэтому я, пожалуй, даже не буду это комментировать. Следующая песня Sexual Hell. Еще одна демка со времен, когда группа была еще в Австралии и с Мэттом Своном в качестве ударника. Как и Lover, песня звучит несравнимо тяжелее того, что потом попало на альбом. Вся демоничность рифа получается из-за того, что после сыгранной октавы Кёр играет нону, то есть по сути малую секунду. А если вы ничего не поняли, то это нормально, просто послушайте сами. Ударные, которые звучат как табун скачущих лошадей, потом будут использованы в одной из песен второго альбома Where Are You Now, которую вы могли слышать в сериале «Винил» Мартина Скорсезе. Более того, в середине песни есть брейк, и из вот этих вот скачек песня вдруг превращается во что-то тягучее. И тот же трюк был проделан в песне Where Are You Now. Эта песня не выходила официально и нет никакой уверенности, что Lover и Sexual Hell так в принципе называются. Кажется, эти имена песням в интернете дали фанаты. Зато текст песни Sexual Hell Кёр потом использовал в бонус-треке с первого альбома, который называется Love and Leave It Alone. Еще до альбома группа выпустила EP Out of the Black, на которой была песня Hole. В одном из интервью Кёр говорил, что переслушал саундтреки к Джеймсу Бонду и хотел написать что-то подобное. Мне никогда не казалось, что эта песня похожа на тему Агента 007, но что в этой песне удивило с первого прослушивания, так это два рифа. Первый темный, кочевый, как у какой-нибудь стоунер-рок группы.
и второй внезапно меняющий направление песни. При этом Кёр еще и поет вместе с рифом. Потом он еще много раз будет так делать на песнях вроде Hook, Line and Sinker. Что мне непонятно, так это то, кто все-таки написал эту песню. Discogs и Genius говорят, что вместе с группой композитором песни является Дэйв Мюррей. И единственный Дэйв Мюррей, которого мне подсовывают оба эти сервиса, это гитарист Iron Maiden. Ну, та группа, у которой в песне будто лошади скачут. Есть у меня, конечно, подозрение, что этот Дэйв Мюррей просто тезка гитариста Iron Maiden, потому что то же имя в качестве соавтора текста значится в Ten Ton Skeleton. Если вы фанат Royal Blood и в курсе, кто такой этот Мюррей, напишите в комментариях. Как по мне, Hole — это просто квинтэссенция того, что группа делала на первом альбоме. Не понимаю, почему Royal Blood не включила ее в полноценный альбом. Песня вошла только в японскую версию альбома. Как известно, японцам всегда достаются самые лучшие издания. На сингле Ten Ton Skeleton песни с первого альбома был еще один трек, который не вошел потом ни в один альбом. Это песня One Trick Pony. Очередная песня про любовь, и пускай вас не смущает название, эта песня не про лошадей. One Trick Pony обычно называют человека, который хорош только в чем-то одном, либо человека, который добился успеха только один раз. По тексту непонятно, кто именно хорош и в чем, но, как я уже говорил, все песни Кёра про любовь и страдания, и вообще на эту тему делают даже мемы, поэтому ладно. Песня выделяется двумя вещами. Во-первых, Кёр использует слайд. Слайд — это такая металлическая или стеклянная насадка на палец, чтобы скользить по струнам, создавая звучание в стиле Джека Вайта или пронзительного блюза, что зачастую одно и то же. Во-вторых, это песня, на которой Кёр, кажется, впервые использует педаль вами. Именно с помощью нее Кёру удается играть на припеве такие высокие ноты. Вами — это та красная, что сверху, вот это. Педаль позволяет моделировать звук гитары. Можно опустить его на терцию или на октаву, можно поднять на 2. Именно это и делает Кёр в One Trick Pony. И главное, что до этого было не так много групп, которые не то что додумались играть рок в два инструмента, барабан и бас, но и использовать бас со слайдом и вами. Так что считаю, что этой песней Royal Blood показали басистам, что те могут быть полноценными рокерами. Ну, с гитарой. Ну вы поняли. У первого альбома Royal Blood было 2 официальных бонус-трека. Это песня You Want Me и Love and Leave It Alone. You Want Me использовала все те же фишки, о которых мы с вами до этого уже поговорили, поэтому ее можете послушать самостоятельно. А вот про Love and Leave It Alone мне есть что добавить. Как только вы дослушаете до вокала, вам может показаться, что текст уж больно знаком. Да, это тот же самый текст, что был в Sexual Hell. Слегка опустив партию вокала и поменяв вторую часть куплета, Кёр дописал припев со строчками Love and Leave It Alone, и вот уже новая песня. Вы скажете, ну и что? Что необычного в этой песне? И я вам отвечу, вступительный риф, который очень напоминает песню Good Hand группы Turbo Wolf. Тут у вас может появиться вопрос, а кто такие Turbo Wolf? Это еще одна рок-группа из Великобритании, которая подписалась и выпустила первый альбом немного раньше Royal Blood, в 2011 году. Ну и самое главное, они натуральные турбо-волки, вот послушайте. Все мои волки делают.
Мне кажется, что рифы Love and Leave It Alone и Good Hand очень похожи на друга, поэтому я пошел погуглить даты релизов и узнал, что песня Royal Blood вышла в 2014 году, а у Turbo Wolf в 2015. Более того, в конце 2014 года группы вместе катались с туром по Великобритании. В 2018 году в одном из интервью Кёр говорил: «Я был фанатом Волков с самого начала. Со временем мы стали хорошими друзьями, но чтобы спеть в одной из их песен — это мечта». После чего на третьем альбоме Turbo Wolf выходит фит с Майком Кёром. Тогда же обе группы поехали в тур по штатам. На одном из выступлений, когда Turbo Wolf были на сцене, оба участника Royal Blood сидели среди зрителей, но чтобы их не узнали фанаты, они надели маскировку. Вот, посмотрите. Да, веселые времена, конечно, были. Можно было ходить по концертам. Royal Blood вообще очень много с кем дружат и с радостью соглашаются на туры с разными группами. В 2017 году они ездили с Queens of the Stone Age в тур по штатам. Я не знаю, как они с ними познакомились и как смогли поехать с ними в тур, но то, что это произошло, это невероятно круто. Только представьте, все свои школьные годы вы слушали какую-то группу, а потом бах, и вы играете у них на разогреве в туре по штатам. Кажется, это просто мечта. И ладно бы они просто поиграли вместе, они еще и сдружились. Какое-то время Кёр тусовался в Лос-Анджелесе, и басист Квотса, Майкл Шуман, ему сказал: «Слушай, я тут со своей группой Mini Mansions мини-альбом пишу. Не хочешь сыграть соло?» Кёр согласился, и в 2018 году появился еще один трек с его участием. Это, кстати, кавер на песню Эдвина Коллинза 1994 года. В следующем, 2019 году, выходит новый альбом Desert Sessions, легендарной движухи, когда вокалист Queens of the Stone Age Джош Хоми вывозит всех своих друзей-музыкантов на дачу в районе Джошуа 3, где они дико тусят и записывают песни. В разное время в записи альбомов Desert Sessions принимали участие музыканты Queens of the Stone Age, KS, PJ Harvey, Nine Inch Nails, A Perfect Circle и Eleven. Вот представьте, Desert Sessions не собирались 16 лет. Последний альбом был в 2003, и для этого камбэка Хоми, среди прочих, зовет Кёра. Ну просто успех, как он есть. И вот теперь, когда Кёр поработал с ребятами из Queens of the Stone Age над их сайд-проектами, стало известно, что Джош Хоми спродюсирует одну из песен на новом альбоме Royal Blood. В 2019 году на одном из выступлений в Германии Royal Blood показали две новые песни. Одна называлась King, а вторая Boilermaker. Разумеется, все стали ждать, что эти песни появятся на альбоме, и особенно переживали за Boilermaker. Каждый раз, когда группу спрашивали, будет ли песня на альбоме, они только пожимали плечами и говорили, что подробности рассказать не могут. В интернете опять начали делать мемы. И когда 21 января группа объявила о дате релиза альбома и показала трек-лист, фанаты с ума сошли от счастья. Мало того, что долгожданный Boilermaker будет на альбоме, именно эту песню спродюсирует Джош Хоми. И я один, кажется, сижу и думаю, какого вообще хрена? Абсолютно скучный риф по сравнению с King. Но есть еще надежда на то, что либо King переименовали, либо что он будет бонус-треком на каком-нибудь японском издании, либо бисайдом к следующему синглу. В общем, я скрестил пальцы и сижу жду. А те, кто обрадовался Boilermaker'у, помяните мое слово, на альбоме эта песня точно будет звучать по-другому. Я уже рассказал про 10 песен, и это как раз полноценный альбом в мире Royal Blood. Но было бы нечестно, если бы я не сделал бонус-трек в размере 2 песен. Но сперва нужно вспомнить два факта. Первый, что группа Royal Blood из Брайтона, и второй, что они очень общительные ребята.
Если им нравятся какие-то музыканты, они обязательно попробуют с ними поработать вместе. Так получилось с двумя группами из Брайтона, с Black Honey и Architects. Black Honey Cure как минимум помог с написанием песни Run for Cover. А со вторыми он записал фит, который официально выйдет только 26 февраля, поэтому здесь я эту песню показать не могу. Но вы можете зайти в телеграм-канал Рокабай, ссылка в описании, и послушать там слитый трек. Новый альбом Royal Blood должен выйти 30 апреля. И как бы группу не ругали за переход к диско или AC-диско, я рад новому альбому и даже рад тому, что они наконец-то решились на эксперименты со звуком. Я считаю, что даже если этот альбом не удастся, то во всяком случае они начнут нащупывать новую почву и, может быть, к 4-му альбому соберутся с идеями. Хотя, кого я обманываю? Если этот альбом будет такой же кучей всего подряд, как последний альбом Highly Suspect, то это будет провал. Будем надеяться, что лейбл не даст им этого сделать. Это видео мне помогала сделать администратор группы Royal Blood ВКонтакте. Если вам интересно следить за новостями группы, свежими интервью и лайвами группы, обязательно подпишитесь, ссылка в описании. Напишите в комментариях, какая из показанных мной сегодня песен вам больше понравилась, а может быть вам больше нравится песня, которую я сегодня не упомянул, тоже пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, так YouTube покажет это видео вашим друзьям. А я на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего, пока.